Здравствуйте, дорогие раки! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор, а это ваш лунный гороскоп на следующую неделю с 13 по 19 мая. Множество разных событий может вас поджидать. Давайте поскорее узнаем подробности. Наливайте вкусный чай или кофе, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали, и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые прогнозы. Мы начинаем! Понедельник, Луна в вашем знаке зодиака, в первом доме гороскопа, а это хорошее время, чтобы проявить себя в талантах, способностях, не бояться проявлять себя в мире и в обществе. Если вы чем-то владеете, каким-то искусством, что-то делаете своими руками, то не бойтесь в понедельник показать это друзьям, единомышленникам, коллегам. Все это оценят по достоинству. Вас может посетить романтическое настроение, поэтому обязательно проведите вечер в приятной атмосфере вместе с любимым человеком. А если вы еще одинокий рак, то не бойтесь с кем-то познакомиться, проявите инициативу. Луна в вашем знаке зодиака придаст вам некой нотки шарма. Также понедельник подходит для того, чтобы начать как-то прокачивать свое тело. Если вы планировали записаться в фитнес-зал, изменить свою внешность каким-то образом, не знаю, сходить к косметологу, к дерматологу, к парикмахеру, то понедельник замечательно для этого подходит. Дерзайте, раки! Полезно заниматься в этот день физическим трудом. Если вы давно уже засиделись где-то в офисе или где-то дома, если вы сейчас без работы, то непременно стоит прогуляться несколько часиков хотя бы где-то по городу или в лесу. Вторник и среда. Луна в знаке зодиака Лев во втором доме гороскопа. Захочется праздника, развлечений. Вы можете потратить деньги на свои хотелки в эти 2 дня. Поэтому я вам советую, конечно, покупать то, что требует душа, или то, что вы давно хотели купить. Приобретайте, но, конечно, рассчитайте бюджет на будущее, чтобы не остаться вообще без денег, дорогие раки. Также усиливается организаторская способность. Вы можете придумать какую-то новую идею по заработку, либо организовать какой-то процесс внутри работы, внутри компании, где вы сейчас находитесь, чтобы компания вышла на новый уровень. Может быть, вы будете советовать, как людям больше зарабатывать. Может быть, внутри семьи вы будете контролировать бюджет и говорить либо родственникам, либо своей второй половинке, что пора уже сменить работу, нужно зарабатывать больше. Также это хорошее время, чтобы обратиться к руководству и к начальству с вашей инициативой. Вы можете что-то изменить, что-то предложить, либо что-то обсудить, какой-то вопрос, который давно уже у вас внутри созревает. Может быть, ближайший отпуск нужно срочно подписать, либо график работы поменять, либо как-то договориться с начальством о каких-то вопросах очень важных. Поэтому в эти несколько дней у вас должно все получиться. Также вы можете проявить талант, дорогие раки, по зарабатыванию денег, какие-то способности. Может быть, вы что-то давно уже планировали выпустить в свет, либо какой-то проект у вас был, и он был в столе, никому вы не показывали. Вот в эти 2 дня вы примете какие-то решения, что пора уже зарабатывать на чем-то другом. Четверг, пятница и суббота. Луна в знаке зодиака Дева в вашем 3-м доме гороскопа, а это хорошее время, чтобы расчистить свое поле общения, дорогие раки. Если вы планировали с кем-то перестать общение, то в течение этого времени вы сможете расставить все по своим местам. А стоит ли мне продолжать контакты с этим человеком? А стоит ли мне вместе с этим человеком идти в бизнес? Либо вы хотите с кем-то познакомиться, с какими-то людьми, которые могут вам помочь устроиться на работу, что-то посоветовать, как-то поднять вас в знаниях каких-то, то эти дни замечательно подходят, чтобы действительно пообщаться с кем-то, настроить контакт. Также 3-й дом гороскопа — это все, что связано с транспортом. Если планировали ремонт автомобиля, то эти 3 дня замечательно для этого подходят. Если планировали поменять транспорт или пересесть на другой транспорт, то тоже в течение этих 3 дней вы сможете это сделать вполне удачно. 3-й дом гороскопа — это новости, информация какая-то может прийти, которую вы давно искали. Либо найти информацию, которая вам очень сильно нужна вот в течение этих 3 дней. Вот что-то потребуется вам узнать,
и вы прям погрузитесь в интернет. Третий дом гороскопа — это также какие-то бумаги, договора, справки. Любая неточность будет вас раздражать в эти дни, если вдруг там, не знаю, не хватает какой-то циферки в бумаге, или кто-то забыл расписаться в бумаге, поставить печать, или какие-то сроки опять отодвигаются, вас это будет бесить и раздражать, дорогие раки. Вы словно будете рвать и метать. Почему снова? Почему вот так? Вот эта бюрократия, эти документы, кому они нужны? Да сколько можно, у меня нерв не хватает. Вот так вы можете себя почувствовать в течение 3 дней. Но опять же, я призываю вас к спокойствию. Если вы хотите какие-то документы все-таки получить или какие-то справки нужно оформить, сделайте в течение 3 дней. Подойдите к этому вопросу более все-таки поответственнее и успокойте свой пыл. И третий дом гороскопа — хорошее время, чтобы встретиться с братом или сестрой. Может быть, с ними будете вопросы решать касательно бумаг или касательно транспорта, или касательно какой-то новости, которую вы узнаете, вы будете делиться вместе с братом или сестрой. Также Луна в Деве призывает посмотреть на свой рацион, дорогие раки. Если вы планировали сесть на диету, пересмотреть режим питания, то в течение этих 3 дней у вас должно все получиться. Запланировать или перестать есть мучное, или вы хотите проверить желудочно-кишечный тракт, и в течение 3 дней вы сможете это сделать, найти специалиста, если просто уделите этому внимание. Воскресенье, Луна в знаке зодиака Весы, в 4-м доме гороскопа, стремление к контактам, стремление с кем-то пообщаться. В особенности это будет касаться ваших родителей по 4-му дому, особенно мама. Может быть, вы с ней пойдете навстречу, может быть, вы живете отдельно, или поедете к ней в гости, или ее пригласите в гости. Какой-то разговор будет с родителями, и он будет о недвижимости, о жилье, либо о переезде, потому что 4-й дом — это все, что с этим связано. Может быть, вы будете планировать переезд, или какую-то перестановку внутри дома, и будете просить маму помочь, или кого-то из родителей, или совет будете спрашивать: мама, в какой цвет покрасить стены. Затем Луна в Весах — это выраженное чувство к противоположному полу, дорогие раки, поэтому вы можете в воскресенье зажечь, так сказать, факел, огонь страсти. Если вы одиноки, то можете сходить на свидание. А если вы в браке, в отношениях, то уделите обязательно вечер своему любимому человеку. Ну и 4-й дом гороскопа — это опека, это защита. Вы можете кому-то помочь, протянуть руку помощи в воскресенье. Или взять чью-то жизнь под свою ответственность, взять чьи-то поступки под свою ответственность. Либо сделать что-то за кого-то в воскресенье. Опять же, пожалуйста, раки, ближе к вечеру все-таки уделите время любимому человеку, вы быстрее так восстановите себя энергетически. А если вы одиноки, поговорите с родителями или посетите свой родной дом. Дорогие, милые мои раки, в понедельник постарайтесь обратить внимание на себя, не бойтесь проявить себя, показать то, на что вы способны. Может быть, даже заявить о каких-то своих талантах. Затем, в середине недели обратите внимание на бюджет, не стоит выходить за рамки. Если вы планировали на что-то копить, то это самое оптимальное время. Ближе к выходным встретитесь с братом или сестрой, решите вопросы касательно транспорта или бумаг. А в выходные дни пообщайтесь с родителями, с мамой. Если будут вопросы, связанные с жильем и с арендой жилья или с переездом, то решить что-то вы все равно не сможете в воскресенье. Луна будет заставлять вас пуститься на романтические приключения. Поэтому вечер воскресенья советую все-таки немного окунуться в объятия любимого человека или посидеть в приятной компании друзей и близких. Спасибо большое всем за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка под этим видео. Там вас ждут маленькие ежедневные гороскопы. Надеюсь, те советы, которые я выкладываю в телеграм, вам пригодятся. Еще раз, дорогие раки, творческого созидания вам на следующей неделе. Старайтесь много денег не тратить, правильно кушать и заполняться энергией изнутри. Она вам еще не раз пригодится. Всем до свидания.